Привет, ребята! Как у вас дела? Как настроение? Как здоровье после всех праздников? Надеюсь, что у вас все хорошо. И, кстати, с Новым годом! Лем, скажи, с Новым годом! У меня праздники еще не закончились, и я не про Рождество. Рождество я праздную 25-26 декабря, а вот завтра, 6 января, мой день рождения. Так что надо будет еще обязательно сегодня сходить в магазин и купить что-нибудь сладенькое. Ладно, о чем я хочу с вами сегодня поговорить? У меня попросили рассказать о будущем простом времени. Один подписчик написал: «Мне кажется, оно не такое уж и простое». Давайте вместе посмотрим, простое оно или непростое. Если вы хорошо понимаете виды глаголов, если вы знаете, или точнее, если вы уже чувствуете, когда какой вид глагола нужно употреблять, то у вас не будет проблем с будущим временем. Потому что самое сложное — это выбрать правильный вид глагола. А уже потом есть конкретные понятные правила, как формируется будущее время. Есть две формы будущего времени. Это будущее простое и будущее сложное, которое также называется составной формой будущего времени. Простая форма будущего времени используется для глаголов совершенного вида, а сложная форма будущего времени для глаголов несовершенного вида. Простая форма называется простой, потому что нам нужно изменить только окончание глагола. Например, глагол совершенного вида «прочитать». Я прочитаю, ты прочитаешь, он, она, оно прочитает, мы прочитаем, вы прочитаете, они прочитают. Сложная форма называется сложной или составной, потому что оно состоит из двух слов: вспомогательного глагола «быть» и глагола несовершенного вида. Например, глагол несовершенного вида «читать». Я буду читать, ты будешь читать, он, она, оно будет читать, мы будем читать, вы будете читать, они будут читать. Заметьте, что сложная форма будущего времени намного проще, потому что вам нужно запомнить всего лишь спряжение глагола «быть» и добавить глагол несовершенного вида в начальной форме, то есть в той форме, в которой он указан в словаре. С простой формой будущего времени немножко сложнее, потому что вам нужно сначала определить, к какому спряжению относится ваш глагол, и вам также нужно знать правильное окончание глаголов первого и второго спряжения. Кстати, окончания глаголов в простой форме будущего времени такие же, как и у глаголов в настоящем времени. Если на данный момент вы не хотите запоминать табличку со всеми окончаниями глаголов первого спряжения и второго спряжения, то вы можете проверить спряжение конкретного глагола в интернете, например, на страничке ударение.ru. Смотрите, вы вводите свое слово, здесь вы видите, какой вид этого глагола, совершенный или несовершенный, тогда вы видите спряжение. Если глагол совершенного вида, то внизу вы найдете спряжение этого глагола в будущем времени. А если глагол несовершенного вида, то вы увидите спряжение этого глагола в настоящем времени. Итак, сейчас я хочу привести вам несколько примеров. Глаголы «читать», «прочитать». Читать — несовершенный вид, и прочитать — совершенный вид. Например, у меня есть книга, я читаю эту книгу. Я читаю ее медленно, не спеша, регулярно. Значит, я читала ее вчера, буду читать ее сегодня вечером и также буду читать ее завтра. Я не знаю, сколько я прочитаю. Я не знаю, сколько страниц я прочитаю. У меня нет какой-то цели. Да? Я говорю сейчас «прочитаю», потому что если я буду читать книгу, то я сколько-то страниц прочитаю. Здесь уже результат. Я прочитаю какой-то отрывок. Но я говорю, что мне не важно количество страниц, которые я прочитаю. Потому я говорю, я буду читать. Другое дело, если бы я поставила себе цель. Я бы сказала, завтра обязательно мне нужно прочитать отрывок из этой книги. И я там себе бы указала
вот такой отрывок, допустим, вот столько мне нужно прочитать. Тогда бы я говорила, завтра я прочитаю этот отрывок. Но если я говорю, что завтра я буду читать книгу, это просто значит, что я буду сидеть с открытой книгой и читать. Неважно сколько, неважно как долго, просто буду сидеть и читать. Может быть 5 минут, может 10 минут. Другой пример. Смотрите, ваш друг спрашивает у вас, что ты будешь делать завтра? Что ты будешь делать? И вы говорите, вот я купил новую книгу, завтра я буду читать. И ваш друг спрашивает, а какая книга, про что? И вы говорите, вот такая вот книга. И ваш друг говорит, а когда прочитаешь, сможешь одолжить мне эту книгу? Когда прочитаешь, опять же, результат, потому что он хочет одолжить эту книгу, когда вы уже закончите ее читать. Значит, когда вы прочитаете. Опять результат закончить читать книгу. Когда прочитаешь книгу, сможешь мне ее одолжить. Глаголы делать, сделать. Например, я делаю домашнюю работу. Сравните сейчас два предложения. Я буду делать домашнюю работу целый вечер, и я сделаю домашнюю работу до 10 часов вечера. Вы чувствуете разницу? Если я говорю, я буду делать домашнюю работу целый вечер, это не значит, что я сделаю, это не значит, что я закончу. У меня, значит, есть какая-то домашняя работа, мне задали задание, и если я говорю, я буду делать, значит, я просто открою там книгу, тетрадь и буду делать, но я не знаю, может быть, я не закончу. Я буду сидеть, буду делать целый вечер, но, может быть, мне придется еще делать и завтра. Значит, может быть, я и завтра буду делать домашнюю работу, потому что я не закончу сегодня вечером. А если вы говорите, я сделаю домашнюю работу до 10 часов вечера, здесь важен результат. Вы решили закончить делать домашнюю работу к 10 часам вечера. Значит, вы сядете, будете делать домашнюю работу и будете делать это усердно, смотря на часы, чтобы закончить все до 10 часов вечера. Вам важен результат. Покупать и купить. Покупать несовершенный вид и купить совершенный. Например, я всегда покупаю мясо в этом магазине. Это значит, что я всегда, постоянно, регулярно хожу в этот магазин, в один конкретный магазин за мясом. Потому я могу сказать, я всегда покупала мясо в этом магазине, покупаю и буду всегда покупать мясо в этом магазине. Буду покупать. Многократное повторяющееся действие в будущем времени. И я также могу сказать, я сейчас, прямо сейчас пойду и куплю мясо в этом магазине. Это однократное действие, это решение. Вам нужно мясо, и потому вы говорите, я сейчас пойду и куплю мясо в этом магазине. Куплю. То есть совершенный вид. Учиться, научиться. Я учусь русскому языку. Я учусь сейчас русскому языку. И вы говорите, в следующем году я научусь говорить по-русски. Научусь совершенный вид. Почему? Если вы говорите такое предложение, значит, сейчас вы не говорите по-русски. Вы не умеете говорить по-русски, но у вас есть какой-то план. Может быть, вы будете ходить на курсы или самостоятельно учить русский язык, но у вас есть план, и вы знаете, что если вы будете следовать этому плану, то вы научитесь говорить по-русски. Тому это результат. Я научусь говорить по-русски. Можно сказать другое предложение. В следующем году я буду хорошо говорить по-русски. Буду говорить. Несовершенный вид. Почему? Потому что если вы уже научитесь хорошо говорить по-русски, то вы будете постоянно, неоднократно это действие, это регулярное действие, говорить по-русски. Я буду говорить хорошо по-русски. Ну и предложение с глаголом учиться в несовершенном виде
течение этого года я буду учить русский язык. Буду учить. Это значит, что у вас есть какой-то промежуток времени, да, в течение этого года я буду учить. И здесь многократное действие. Вы будете учить сегодня, завтра, послезавтра. В течение всего года вы будете учить русский язык. И вот в конце года вы научитесь говорить по-русски. Вы уже будете хорошо говорить по-русски. Еще пример с глаголами «нести» и «принести». Один подписчик мне написал о ситуации, в которую он попал. Он был в какой-то институции, и у него не было с собой документа. И ему сказали, что вот мы не можем вам помочь, потому что у вас сейчас нет этого документа. И на это он ответил: я сейчас несу. И на него посмотрели: что? Почему на него так посмотрели? Почему нельзя говорить в этой ситуации «я несу», «я сейчас несу»? Потому что «я несу» значит, что вы сейчас идете и несете, или у вас в руках есть документы, или с собой в кармане, или там в сумочке, и вы несете. Это значит, вы в действии, вы идете. Потом, когда вы говорите, вы стоите на одном месте, разговариваете с человеком и стоите, или сидите и говорите «я сейчас несу», это звучит просто, очень странно, потому что вы не несете, вы сидите, вы не идете, вы не двигаетесь. Вы можете сказать «я несу напиток», когда вы реально идете и держите в руках напиток, да, стакан держите с каким-то напитком. И вот когда вы уже поставили на стол этот напиток, вы уже принесли, уже есть результат, вы принесли и сели, и сейчас пьете. В той ситуации человек должен был сказать «я сейчас принесу», то есть совершенный вид «я сейчас принесу документ», потому что вам важен результат. У вас нет документа, а вам нужно подать этот документ. Значит, вы пойдете домой, вернетесь домой, возьмете документ с собой и принесете его, да, придете и подадите этот документ этим людям, которые решают вашу проблему. Так вот, в этой ситуации нам нужно было сказать «я сейчас принесу этот документ». Ну и последний пример с глаголами «ходить» и «прийти». Я хожу в школу, да? И я буду ходить в школу еще 2 года. Буду ходить, потому что повторяющиеся действия. Буду ходить на этой неделе, пойду еще на следующей неделе. Буду постоянно ходить в школу. Если я скажу «завтра я не пойду в школу, потому что я себя плохо чувствую», мне болит голова. Здесь однократное действие. Я не пойду в школу. Вообще-то я хожу в школу, да? Я регулярно хожу в школу. Но вот завтра особенный день, потому что я себя плохо чувствую, потому я не пойду в школу. Завтра я не пойду в школу. Здесь уже совершенный вид. Кстати, еще хотела обратить ваше внимание, что когда вы говорите о будущем времени и используете сложную форму будущего времени, то есть быть плюс инфинитив, и вы хотите сказать отрицательное предложение, то есть с «не», то «не» идет перед глаголом «быть». Да? Например, «завтра я не буду читать книгу» или «завтра я не буду работать». «Не» идет перед глаголом «быть». «Не буду работать». Ну вот и все на сегодня, ребята. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что сейчас будущее время вам кажется простым, а виды глаголов стали, хоть немножечко понятнее. Не скучайте, ребята. Мы увидимся с вами снова в следующую пятницу. Пока!